Приветствую, дорогие друзья! С вами Энкантадор, и сегодня я играю в Interplanetary. Это пошаговая стратегия, в которой мы управляем целой планетой в некой солнечной системе, и нашей целью является уничтожение всех населенных пунктов планеты противника. Я не буду создавать новую игру, я загружу ту, которую я уже играю. Это 40-й ход, игра против одного компьютерного оппонента. Вот это моя планета, это его. И, собственно, поехали. Вот наша Солнечная система. Здесь у нас орбиты наших планет, которые крутятся вокруг звезды. Вот моя планета. И вот планета противника. Соответственно, выделены орбиты, по которым мы вращаемся вокруг звезды. Что у нас есть? У нас есть 4 города в настоящий момент с соответствующим населением, прирост этого населения, а также ресурсы. Это материалы и энергия. Материалы, они накапливаются, то есть их можно поднакопить. Ядерный заводик вот немножко расходует. А энергия у нас каждый ход, вот на каждый ход она вот выделяется, сколько ее есть, столько есть. Также есть вот очки науки. Вот это у нас закладочки, по которым мы можем прыгать. Сразу прыгнем на науку. Здесь у нас дерево развития. Мы можем прокачивать различные ветки, как атакующие, так и защитные. Вот, например, в данном случае у нас возможность повысить защиту за счет апгрейда кинетической защиты. Также очень важно прокачивать умения разведки и контрразведки. Без этого никак. А со временем можно строить супероружие вроде солнечных лазеров, которые вращаются на солнечной орбите и бабахают оттуда, их прокачивать и так далее. Идем дальше. Это закладка атаки, но к ней мы вернемся чуть позже. Перейдем сейчас в строительство. Слева все, что мы можем построить, справа, собственно, планетка и, вот, например, у нас кинетическая защита, которая прикрывает наши сооружения. Вот это атакующие с апгрейдами, Railgun. Вот это телескоп Array, главный наш разведчик, который высматривает где там и что у противника, тоже с апгрейдами. Вот Data Security Hub, который противодействует разведке противника, тоже апгрейды возможно на него покупать. И вот так вот мы строим по планете добывающие всякие здания, атакующие, защищающие. Все это для того, чтобы сберечь наши города, которые мы тоже, кстати, можем прокачивать. Разные апгрейды на городах открываются с ростом населения. Да и по большому счету цель игры уничтожить все города противника. Соответственно, свои мы защищаем, а города противника пытаемся обнаружить и уничтожить. Вот закладка разведки. Здесь мы видим, сколько разведывательных очков у нас, сколько противоразведывательных у противника и наоборот. И вот так вот растет у нас шкала разведки, и по ходу роста шкалы у нас открываются, что мы видим. Супероружие, материалы, оружие, население, шахты, заводы и в конце концов города. Это самое главное. Нам надо довести разведку до уровня, когда мы будем видеть города, чтобы их увидеть, запомнить, где они. Вот. Немножечко не хватает, вот если у нас разведка упадет, мы города перестанем видеть. Немножко не хватает таких маркеров. Поставил бы, да и знал бы. А иногда вот так вот надо вспоминать, где ты там видел город. Итак, как делается атака? Как мы атакуем? Как я уже говорил, задача уничтожить города. Вот выбираем разные виды оружия. Например, лазер. Лазер отличная штука, он бьет мгновенно. Если у нас есть прямая видимость на планету, просто выбрали, направили и выбираем, куда он будет бить. Тут, например, мы по вот этому заводику. И может быть не по заводику. Нет, все-таки по заводику. Так, далее второй лазер у нас есть. Его тоже где-то туда же бахнем. По вот этому заводику. Так, теперь интересная часть. Ракеты и рейлганы. Здесь мы уже должны учитывать гравитационное влияние. Нам вот так вот выстраивается траектория, и мы должны брать упреждение на движение планет, потому что траектория выстраивается исходя из нынешнего положения планет и их геомагнитных
гравитационных излучений. Вот. Ракеты хороши тем, что им надо попасть приблизительно в зону притяжения планеты, и там уже они наводятся на ту цель, которую мы скажем. Вот где-то так запустим. Где-то так должна долететь. И выберем на планете. Мы ударим, ну, куда-то вот в этот район. Нет. Ударим. Куда нам ракете ударить? Вот сюда. Ага, здесь защита. Ну, попробуем. Так. И рейлганы. Рейлганы хороши тем, что они хоть и неуправляемые снаряды, но когда они подлетают, они разделяются на несколько ударных частей. И там уже наносят повреждения противнику. Главное наиболее точно направить на планету. Я часто делаю так вот, чуть-чуть плюс, чуть-чуть минус. Что-то да долетит. Вот как-то так. Соответственно, некоторое оружие, если оно смотрит в другую сторону планеты, его порой даже невозможно никак выстрелить. Ну, собственно, полетели. Бабах. И вот у нас полетели ракеты и снаряды рейлгана. Лазеры уже отстреляли. Вот, мы очень хорошо накидали ему. Вот еще ракетка должна долететь. Ракетка, да, попала в зону действия планеты, вышла на орбиту и бахнула, куда мы ей сказали. Но 2 снаряда у нас были перехвачены. Так, мы можем посмотреть, куда мы попадали. Вот у нас падает наша разведка, мы уже гораздо меньше всего видим. Это нужно будет как-то менеджить. Что я могу сказать про эту игру? В принципе, интересно выстраивать планету, выстраивать здания на планете, прокачивать их, выставлять на различных континентах системы вооружения, защиты, добычи ресурсов, учитывать расположение планет, вращение планет. Очень интересная часть именно вот перестрелка интерпланетарная, межпланетная. А вот к минусам я бы причислил тот факт, что с каждым ходом количество действий, которые нужно сделать, возрастает. Ты все больше уделяешь внимание менеджменту, прокачке, апгрейду и так далее. Да и само прицеливание, когда это одно оружие, это одно время, а когда их 5 или 6 или 10, занимает гораздо больше времени. В игре против компьютерного противника это не проблема, а вот если играть онлайн с живыми оппонентами, то увеличивающаяся длина хода может привести к ситуации, когда кто-то уже все сделал, что хотел, и ждет противника или противников, которые продумывают, апгрейдят, прицеливаются, и это может быть немножечко скучновато. Но в целом по механике все четенько, по графике все на месте, все работает, все достаточно сбалансировано и интересно. Любителям орбитальных баталий рекомендуется. Если вам понравилось видео, жмите лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Энкантадор. До новых встреч, всех благ!